Итак, 10-я серия нашего мини-сериала по самостоятельной сборке кораблика для рыбалки. Мы уже постепенно подбираемся к завершению нашего проекта. У нас уже полностью готовы все механические узлы, подключена абсолютно вся электроника. В прошлой серии мы успешно собрали аккумулятор для нашего кораблика. В общем, можно сказать, что у нас практически все готово. И теперь пришло время склеивать корпус. Собственно, этому будет посвящена данная серия. То есть в этой серии наша задача надежно и герметично соединить нижнюю часть корпуса с верхней частью. И обо всем по порядку. Значит, первое, что приходит на ум, когда речь идет о склейке корпуса, а каким же клеем это делать? Я, когда изучал данный вопрос, видел много различных вариантов, клеют абсолютно на разные клея, даже видел, как склеивают корпус на суперклей, но я для себя выделил два наилучших способа. Значит, первый способ — это использовать клей-герметик для установки автомобильных лобовых стекол. И второй вариант, который, кстати, мне подсказал продавец, у которого мы приобретали данный корпус, это использовать вот такой вот полиуретановый клей-герметик АПП модель PU50. И тот клей идут вот в такой вот металлической тубе, объем 310 мл. Я остановился на вот этом вот варианте АПП PU50. И почему же эти два варианта считаются наилучшими? Дело все в том, что нам нужен не просто надежный и герметичный шов, а нам еще немного надо смотреть в будущее. Например, если в процессе эксплуатации кораблика у нас выйдет из строя какой-нибудь модуль, до которого мы не можем добраться через лючок, нам необходимо будет корпус разбортировать и разложить вот в таком вот виде, как он сейчас лежит перед вами. То есть, например, если у нас выйдет из строя сервопривод руля или сервопривод для сброса бункера, которые находятся в задней части кораблика, мы через лючок заменить эти сервоприводы никак не сможем. Нам обязательно придется разбирать корпус. И если корпус будет склеен, например, на суперклей, то сделать это, а тем более сделать это аккуратно, у нас никак не получится. Но если мы будем использовать вот такие вот клей-герметики, вот PU50 или, как я уже говорил, клей для автомобильных стекол, они, когда застывают, эти клея, они все равно остаются эластичными. И для того, чтобы разобрать корпус, нам просто нужно будет взять острый канцелярский нож, по периметру аккуратно этот шов прорезать и с легкостью разобрать корпус. Заменить все, что нам необходимо, и точно так же все это дело собрать. Поэтому вот эти два варианта являются наилучшими. Но перед тем, как мы приступим к склейке корпуса, нам необходимо еще выполнить одно простое, но очень важное действие. Нам нужно запрессовать смазку в дедвудную трубу. Сейчас она абсолютно сухая, в середине смазки никакой нету. Вот я ее после покупки как поставил, так она и стоит, больше с ней ничего не делал. И понятное дело, что в процессе эксплуатации кораблика, когда корпус уже будет склеен, мы добавлять смазку сюда будем через вот этот вот лючок. Я уже отмерил необходимую длину вот этого шланга, чтобы как бы и лишнего ничего не было, и чтобы этот шланг у нас доставался нормально через лючок, и мы потом смогли спокойно добавлять сюда смазку. Это необходимо будет делать периодически, потому как смазка хоть и влагостойкая, все равно она будет где-то в процессе вымываться, и нужно будет ее периодически добавлять, поскольку смазка у нас является не просто смазкой, а еще и гидрозатвором, чтобы вода через дедвуд не попадала в середину корпуса. Так вот, несмотря на то, что мы потом смазку будем добавлять через лючок, первый раз это лучше всего сделать, пока корпус еще у нас разобран. Дедвуд сейчас полностью у нас пустой, смазки нужно будет запрессовывать большое количество, и когда корпус разобран, нам проще это все будет нормально контролировать. Поэтому я решил наполнить дедвуд смазкой перед тем, как корпус склеивать. Я не буду на камеру показывать абсолютно весь процесс запрессовки смазки в дедвуд, поскольку это займет определенное время. Я просто вкратце расскажу, в чем заключается сам процесс. Значит, в первую очередь я покажу смазку. Это хорошая литиевая смазка фирмы Hado. Эта смазка используется в
различных механизмах, в подшипниках, в шестеренках, в различных редукторах. Вот в электроинструмент ее я часто добавляю, когда ремонтирую. В общем, смазка достаточно хорошая. Плюс она еще не боится воды. И для Deadwood она очень хорошо подойдет. Значит, нам нужно будет взять эту смазку. Затем взять шприц. Я взял шприц на 10 миллилитров. Мы должны эту смазку запрессовать в этот шприц. Вот таким вот образом. Если вдруг не хватит, мы потом добавим. Так, вот у нас смазка в шприце. Мы берем, снимаем вот этот вот колпачок. Кстати, вот этот силиконовый колпачок идет в комплекте с Deadwood. Он насажен на штуцер. И этот колпачок потом хорошо использовать в дальнейшем как заглушку. То есть мы сюда набили смазку. Есть два варианта. Можно шприц оставить прямо в корпусе. Я видел, там делают специальное крепление, и чтобы он не болтался, его крепят, и он находится в корпусе. Но если шприц вы не хотите, чтобы там находился в корпусе, просто забили трубку смазкой и потом вот этим вот силиконовым колпачком вот так закрыли. Он очень хорошо здесь держится, подходит по диаметру идеально, и вот так вот получается вот такая заглушечка. Значит, мы снимаем сейчас эту заглушку, вставляем носик шприца в трубочку, вот так, насаживаем максимально, насколько это возможно. Вот, пока это откладываем в сторону. И теперь наша задача подключить сюда питание. Сразу скажу, забыл я с собой на съемку взять аккумулятор, который мы собирали в прошлой серии. Поэтому для того, чтобы подать питание, я буду использовать все тот же вот этот вот лабораторный блок питания. Нам нужно подать питание для того, чтобы у нас в процессе запрессовки смазки постоянно вращался вал. Вал будет вращаться и смазку разгонять по Deadwood трубе. Нам достаточно будет включить там буквально минимальный оборот, чтобы он просто крутился. На максимально его не нужно включать, это как бы будет лишнее. То есть включаем минимальные обороты, и пока вал вращается, постепенно давим на поршень шприца. Как узнать, что смазка заполнилась? Смотрим вот в это место возле двигателя. Здесь смазка начнет появляться в первую очередь, поскольку у нас штуцер, через который будет идти эта смазка, находится очень близко к вот этому вот выходу. Мы будем прессовать смазку, она здесь будет появляться. Нужно будет ее периодически вытирать. Можно вообще взять вот так вот, сложить салфетку, засунуть ее под вал вот таким вот образом, потому что во время вращения здесь будет такой нормальный разброс. И чтобы оно тут не разлеталось по всему корпусу, пусть будет салфеточка. Даже можно будет вот так ее потом завернуть. Ну, это я уже потом сделаю. Вот, здесь мы подготовили все. Прессуем, прессуем, прессуем. И прессуем до тех пор, пока у нас смазка не покажется. Пока смазка не начнет показываться вот отсюда. Вот где находится у нас винт. Только мы видим, что смазка отсюда начала вылезать. Все, в принципе, мы понимаем, что Deadwood труба у нас полностью заполнена. Поэтому сейчас я все это дело подключу и буду наполнять Deadwood смазкой. Так, ну вот я накинул клеммы блока питания на разъем регулятора. На блоке питания выставил номинальное напряжение нашего аккумулятора. Вот 7,4 вольта. Подключаем двигатель к регулятору. Подаем питание. Кнопочку включаем. Теперь берем пульт.
Включаем его. И подаем небольшие обороты. Вот так. Все. У нас вал вращается. И в это время мы давим на поршень шприца и смотрим, как у нас дедвудная труба наполняется смазкой. Это процесс такой не быстрый, потому как смазка густая, она туда очень быстро, как вода, не зальется, ее нужно реально туда прессовать. Ну вот, мы уже можем наблюдать, как у нас отсюда полезла смазка. Вот. То есть постепенно ее отсюда вытираем. И немного позже уже будем смотреть, что у нас происходит с той стороны. Она по-любому будет отсюда вылазить периодически, пока дойдет до низа. Так, ну и вот пошла смазка снизу. Кстати, пошла она отсюда намного раньше, чем я рассчитывал. Я немного тут ее разбросало. Пришлось даже вот снять эту защитку, потому что неудобно. И сейчас я еще, так же как это мы делали с той стороны, здесь тоже вот так засуну салфеточку. И еще немного дадим оборотов. Попробуем еще смазки добавить. Пусть лучше там лишнее вылезет, но при этом, чтобы дедвуд полностью наполнился. Сейчас увидите, как пойдет смазка отсюда. Я давлю шприц. О, вот она пошла. Пошла смазка. Можно чуть добавить оборотов. Попробовать в другую сторону, включить реверс, чтобы ее там разогнало по трубке. Ну вот и все. В принципе, смазка идет с двух сторон. Это значит, что дедвуд у нас заполнен. Потом только нужно будет в процессе эксплуатации не забывать эту смазку добавлять сюда. Тут все вытираем. Посмотрим, что у нас здесь. Ого, здесь, конечно, тоже нормально натекло. Все, это если уже лезет с двух сторон, значит трубка точно заполнена. Хорошо, что положил под низ салфетку, так бы тут обдрыстало нам весь кораблик с таким разбросом. Все вытираем. Ну все, готово. Вот теперь можно приступать к склейке корпуса. Так, значит, перед тем, как собирать корпус, нам необходимо взять какой-нибудь растворитель и обезжирить такие вот части. Значит, на нижней части мы обезжириваем вот этот вот наружный бортик, а на верхней части нам нужно обезжирить, наоборот, вот этот вот внутренний бортик, потому что этот бортик находит на вот этот бортик. То есть здесь мы обезжириваем наружный, здесь внутренний. После чего нам необходимо соединить все, что у нас не соединено. В моем случае вот отключен сервопривод руля. Конечно, это можно сделать уже и после склейки через лючок, но это будет неудобно. Поэтому сейчас я обезжирю и подключу сервопривод руля. Тут еще нужно будет поставить стяжку электрическую и еще сразу подключу двигатель.
Так, когда мы все обезжирили, подключили все необходимые провода, можем корпус соединять. Здесь очень важно его соединить максимально правильно, чтобы все вошло туда, куда надо. Также обязательно нужно закрутить сюда лючок, потому как при фиксации люка у нас корпус минимально, но где-то деформируется. И он должен у нас приклеиться именно в том положении, когда люк зафиксирован. Люк закрутили. Теперь смотрим, чтобы везде все прилегало хорошо. Да, и, кстати, защитку, если тоже будете снимать, как я вот снимал, когда запрессовывал туда смазку, защитку перед склейкой тоже обязательно нужно прикрутить. Она тоже дает какую-то деформацию корпусу, и она должна быть на своем месте. Итак, показываю, что я только что сделал за кадром. Значит, в первую очередь я максимально ровно сопоставил две половинки, то есть выставил так, чтобы днище везде равномерно зашло вот туда вот под верхнюю часть. Вот как здесь, так и здесь. Ну и так вот по периметру. Все нормально, плотно стало, с этим особо проблем не было. А вот когда я обклеивал малярным скотчем, это, конечно, было достаточно долго и непросто. Попался малярный скотч какой-то некачественный, не знаю, возможно, он уже просто старый, давно он у меня тут лежит в гараже. Я его приклеиваю, он отклеивается, вот тут по несколько слоев наклеивал. В общем, как-то мне это удалось все сделать. Значит, как я клеил? На верхней части я клеил по вот этому бортику за подлицо, а на днище я клеил наоборот до бортика. Вот тот бортик, который я показывал, что нужно обезжирить, он уже зашел туда под верхнюю часть, и вот до него я клеил везде малярную ленту. Это для того, что когда мы будем наносить сюда клей-герметик, потом будем его заглаживать, где-то что-то будет вылазить, и чтобы сильно не запачкать корпус. В любом случае, где-то что-то надо будет потом почищать, но с помощью малярной ленты это будет все гораздо проще, чем без нее. Вот. Везде все обклеил вот таким вот образом. Ну, тут сзади, конечно, было сложно, потому что везде много поворотов сзади. А тут, в принципе, везде все ровненько, красиво. Значит, ставим. Сюда я подложил полотенце в переднюю часть, чтобы просто как-то немного выровнять, потому что здесь он сзади лежит на бункере, а тут провисает. Вот так, чтобы он был ровно. Значит, это выставил. Теперь я еще вот что придумал. Возьму вот так вот полотенце, положу по центру корпуса. И есть у меня вот такая вот подошва от старого утюга, достаточно тяжелая. И вот сюда ее по центру так вот положу, чтобы она давила на корпус и нигде ничего не отошло в процессе склейки. Все, вот в таком положении мы сейчас будем это все клеить. Клеится все по такому вот алгоритму. Берем наш герметик, наносим его вот так вот по периметру. И есть у меня вот такие вот силиконовые шпатели для герметика, чтобы его разглаживать. Можно взять какие-то, нарезать себе из пластика, такие типа лопатки. Вот у меня еще есть кофейные палочки, где-то что-то буду там помогать. Я не буду весь процесс склейки показывать на камеру, потому как здесь действительно очень такая ювелирная работа. Тем более я это делаю первый раз. И плюс еще такая особенность у корпуса, что зазоры здесь неравномерны. То есть здесь, допустим, вообще
очень маленький зазор, а здесь наоборот большой. То есть сюда нужно много накладывать силикона, сюда надо поменьше накладывать. И сюда еще нужно как-то подлезть, потому что носик на этой тубе толще, чем вот этот вот зазор. Ну, сзади зазор тоже достаточно большой. В общем, везде равномерно накладываю. Вот этими палочками буду туда пытаться его вот здесь запихивать. И потом вот этими лопатками разглаживать. Ну, а после чего мы уже уберем этот малярный скотч, и он себе будет застывать. Так, сейчас мы сделаем, чтобы он начал вытекать, потому что туба новая, носик еще был пустой. Ну вот, силикон пошел. И, кстати, еще забыл сказать, обязательно приготовьте побольше салфеток, чтобы постоянно вытирать шпатель, руки, ну или где-то там что-то куда-то капнет. В общем, салфетки всегда должны быть под рукой. Так, силикон пошел, начинаем склейку. Вот туда его задавливаем. Сейчас покажу на маленьком кусочке, а потом уже продолжу без камеры, потому что действительно очень сложно. Вот, нанес такой вот небольшой валик. И теперь шпателем заглаживаю. И получается вот такой вот ровный шов. И везде продолжаем точно так же. Так, ну в общем, прошелся я герметиком по всему периметру нашего кораблика. Все щели хорошо заполнил, нигде никаких просветов нет, я уже 2 раза проверил. Конечно, старался во время склейки делать на камеру какие-то небольшие подсъемочки, но не уверен, что будет хорошо видно. Да и руки были очень грязные, не хотел лишний раз трогать камеру, там что-то переставлять, менять какие-то ракурсы. В общем, первым делом нам сейчас необходимо снять всю малярную ленту, пока силикон еще находится в таком более-менее жидком состоянии. И сразу скажу, если после снятия малярки у нас на корпусе останется что-нибудь грязное, то есть в силиконе, ни в коем случае сейчас не трогаем. Даем это все застыть, там 3-4 дня, ну в общем, чем больше, тем лучше. Меня вообще здесь неделю не будет, так что кораблик будет неделю застывать. И когда силикон уже полностью застынет, тогда уже в застывшем состоянии какие-нибудь погрешности на корпусе можно будет очистить. Но в жидком состоянии ничего не трогаем. Ну а когда мы снимем малярную ленту, я тогда уже расскажу вообще свои впечатления о работе с этим силиконом, некоторые тонкости озвучу, которые я заметил в процессе. Ну и кто будет тоже клеить вот так вот первый раз, я думаю, вам это будет полезно. Поэтому сейчас снимаем малярную ленту аккуратненько, берем салфетку на всякий случай и вот так вот, ой-ой-ой, не хочется лишний раз запачкать корпус, тянем вот так вот вверх, так. Оп. Есть. Я, кстати, потом еще сниму камеру со штатива и близко так вот пройдусь. Покажу, что вообще получается. Значит, снимаем дальше ленту нашу. Значит, полностью снял с днища. И теперь снимаю с верхней части. Тут еще один такой момент хотел немножко поправить.
Сейчас поправлю, потому что снимал ленту и немного зацепил. Снял я всю малярную ленту. Есть, конечно, на корпусе небольшие погрешности, но они легко уберутся, когда силикон застынет. Значит, что могу сказать по поводу склейки корпуса? Честно, думал, что будет гораздо сложнее, но, как оказалось, ничего сложного здесь нет. Могу дать несколько полезных советов. Во-первых, перед склейкой корпуса обязательно покупайте хороший, качественный, свежий малярный скотч, потому что я с ним намучился. Я уже говорил, что он плохо держится на корпусе. Из-за этого я его клеил больше часа. И самое страшное, что когда я нанес клей, потом я начал его вот этим шпателем заглаживать. Я веду шпатель, цепляю скотч. Вот так вот он начинает отставать от корпуса, его край. Попадает в жидкий силикон, я провожу, и там получается просто какая-то каша. Приходилось его аккуратно как-то отрывать, доклеивать, повторно наносить в это место силикон и опять проводить шпателем. В общем, я с ним намучился. Это было буквально вот на каждом стыке, можно сказать, по всему периметру. Значит, скотч обязательно берите очень хороший. Дальше. На самой тубе этого герметика написано, что он быстро сохнущий. И тут сразу появляется следующий полезный совет. Не нужно наносить сразу на весь периметр, а потом это все дело заглаживать. Наносите его сантиметров, ну, там, по 15, может быть по 20. Вот так нанесли сантиметров 15, взяли там или какую-то лопатку пластиковую, или вот такой силиконовый шпатель, загладили. Потом дальше нанесли, загладили. И так вот постепенно, потому что он действительно очень быстро сохнет, особенно если в помещении жарко. Если вы нанесете полностью по периметру, то пока вы, допустим, отсюда дойдете вот до туда, там вы его уже не загладите. Он пойдет вот так вот волнами и будет очень некрасиво и, скорее всего, даже некачественно. Вот. Дальше. Я ранее говорил, что здесь есть места, где широкая такая щель, куда куча силикона заходит, и туда этот носик погружается целиком. А есть места, вот как вот возле носа, где щели почти не видно. Я думал, как же туда его наносить? Все очень просто. Мы берем этот носик и не стесняемся, запихиваем его туда с определенным усилием. Пластик вот там вот по краям, где он стыкуется, что этот, он расходится. То есть он имеет определенную степень деформации. То есть мы туда засунули этот носик, вдавили хорошо силикон, он пошел уже на поверхность. То есть мы понимаем, что если он уже выпирает наружу, значит там он уже заполнился. Туда вдавили, прошлись и достали. Пластик вернулся на свое место, и мы спокойно загладили. То есть не надо бояться вот этих вот узких мест. И также еще хочу дать два таких дополнительных совета. Во-первых, кладите возле себя сразу большое количество бумажных полотенец или салфеток, причем реально большое количество, потому что я взял вот такую вот пачку, думал, хватит с головой, еще останется, в итоге не хватило, пришлось отвлекаться от склейки и идти быстренько искать еще дополнительные салфетки, потому что без них вообще никак. Постоянно приходится вытирать вот этот вот шпатель, постоянно приходится вытирать руки, и вообще салфетки должны быть всегда под рукой. Уходят они очень быстро, поверьте. И такой последний еще совет. Когда работаете с такими вот герметиками, одевайте перчатки. Вот это у меня руки уже помытые горячей водой с мылом. Все, больше они не отмываются. И даже не помогает антисиликон. Хотя обычно вот после бытовых всяких герметиков, силиконов, он работает отлично. Но с вот этим вообще никак. Вот руки черные. Не знаю, сколько дней буду ходить с черными руками. Вот такие вот дополнительные советы. А вообще я приятно удивлен вот этим герметиком. Я впервые им работаю. Мне он очень понравился. То есть действительно наносишь туда его в середину,
он выпирает, такая какая-то фигня торчит непонятная. Но только берешь шпатель, вот так плавно проводится, шов просто идеальный. Красивый, ровненький. Мне даже показалось, что с этим герметиком работать гораздо проще, чем с вот этими всякими бытовыми силиконами, там, санитарными силиконами, герметиками бытовыми, ну, которые используются в квартирах. А вот этот такой автомобильный герметик, ну, он очень классный, мне понравился. Наверное, поэтому и несложно клеить, потому что он себя ведет очень так хорошо, очень податливый, и получаются красивые ровные швы. Теперь показываю, что у меня получилось, да, и в принципе все. Еще забыл сказать, вот здесь я не на камеру вклеил вот эту вот заглушечку. Если помните, здесь, просто не хочу сейчас сильно трогать корпус, вот здесь вот место в корпусе для установки эхолота, и в комплекте шла заглушка. Это заглушка для того, что если вот как в нашем случае эхолот мы пока ставить не будем, чтобы здесь не было дырки, этой заглушкой мы это отверстие просто заглушаем. Я взял на этот же герметик, посадил эту заглушку. То есть просто там немножко намазал так по периметру, заглушку туда вклеил, и здесь буквально вот так пальцем провел по кругу, лишнее вытер, все. То есть получилось такое одно целое. Потому что если это отверстие оставить, ну там даже не отверстие, там углубление. Если это углубление оставить, оно, возможно, будет как-то влиять на ход корабля. Будет туда попадать вода, какое-то дополнительное сопротивление, и, возможно, его куда-то будет не туда клонить. Поэтому лучше, если эхолот не используете, лучше это место заглушить. Вот такой вот получился у нас клеевой шов. Все ровненько, красиво. Это у нас носовая часть. Вот так это все хорошо заглажено. Тут у нас тоненький шов, а вот здесь уже по бокам шов становится широким. И тоже все ровно. Как мы видим, здесь на оранжевой части вот немного есть остатки силикона, но когда он застынет, мы его с легкостью отсюда уберем. Главное дать ему хорошо застыть. И вот еще покажу поближе вот эту заглушку. Вот так вот я ее вклеил. Тоже по периметру обмазал силиконом. Вот так вот получилось. Значит, склейка нашего корпуса полностью завершена. И по моим планам у нас по кораблику будет еще две серии. Это 11 и, соответственно, 12 серия. Как раз пока будет застывать герметик, я хочу следующую серию снять по финансам. Я вначале обещал, что в конце нашего мини-сериала мы подведем финансовые итоги, то есть по компонентам посчитаем, что сколько стоит, и получим общую сумму, сколько же нам обошелся этот кораблик, если его собирать своими руками. Ну а в 12 серии мы уже выйдем на открытый водоем и впервые испытаем этот кораблик в реальных условиях. Ну а кто еще не подписался на наш канал, обязательно подписывайтесь, нажимайте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых сериях. Кто не видел прошлые серии, обязательно смотрите, там очень много интересной и полезной информации. Спасибо всем за внимание, до встречи в новых сериях.